Смуты у нас называют тяжелейшие бедствия, постигшие страну в начале 17 века. Такой системный кризис. Война всех против всех. Но тут грянул гром. В Речи Посполитой объявляется младший сын Ивана Грозного, чудесно выживший царевич Дмитрий. Убивают царя Федора, который не проправил и нескольких месяцев. Убивают его мать, царицу, и открывают Лжедмитрию ворота. Самозванец становится царем. С выборами не заморачивались, не до этого было. Шуйского просто выкрикнули на царство, на площади. Там собрали народ. Кого царем? Агенты Шуйского стали кричать: «Шуйского царем! Шуйского!» Вот они обсуждают этот парафированный договор о вечном мире и говорят: а что тут? Тут нечего ратифицировать, нечего подписывать. Я цитирую: «Московиты у нас в руках. Москва будет польской». Купец Минин взлетает на коня и приказывает отряду дворянско-боярской конницы ударить встречно на прорывающихся поляков Хаткевича. Россия сосредоточится, она снова соберется с силами, экономика, хозяйство наладится, и снова по второму кругу пойдет неизбежное собирание исконных русских земель. Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Сегодня будем говорить о времени Романовых 17 века, в которое правили два первых Романовых: Михаил с 1613 по 1645 и сын его Алексей Михайлович Романов, известный многим, наверное, по прозвищу Тишайший. Давайте вспомним, к чему пришла страна после смуты. Избрание на царство 16-летнего Миши Романова в 1613 году. По похабному, в буквальном смысле как Брестски, похабному миру с Польшей мы отдали Речи Посполитой Смоленск и почти всю территорию современной Смоленской и Черниговской области. Еще отдали кусочек Псковской, Брянской и даже Калужской областей. На этом направлении Россия скукожилась практически до времени Ивана III. На северо-западе, по не менее похабному миру с Швецией, наша страна на долгие годы оказалась впервые в своей истории отрезана от Балтийского моря. Плюс к этому мы потеряли еще земли по западу и северу Ладожского озера. Это бывшие новгородские земли, которые испокон веков от первых князей принадлежали Новгороду, заселенные мирными племенами карел. Вот по мере того, как Россия восстанавливалась, переходить надо было от обороны к возвращению своих вотчин, как говорили наши цари. И сформировалось несколько направлений внешней политики. Так называемый польский вектор. Это движение на запад, продолжение политики русских князей, царей, целью которых было возвращение отчин, владений Рюриковичей. Далее второе направление – балтийский вектор. Война со Швецией. Нужно было вернуть себе потерянное в смуту побережье Балтики. Южный вектор. Условно Крым. Крымский хан. Чуть Россия слабее, ощущая у себя за спиной Великую Османскую империю, крупнейшую державу геополитическую той эпохи, вот крымский хан собака, смелел. В течение 17 века число русских людей, угнанных из приграничных областей в рабство, проданных на галеры османам, европейцам, исчислялось не тысячами, десятками тысяч, а некоторые исследователи говорят даже сотнями тысяч. Какое же это государство, какая страна, если она не может защитить собственных земледельцев? Сама логика событий, надо защищать своих, она неизбежно приводила к решениям. Наконец, Сибирь, восточный вектор. Правда, никто еще толком не понимает, что такое Сибирь, насколько она велика. Сибирское ханство условно покорено Ермаком и тем, кто пришел сразу вслед за ним. Но Сибирское ханство – это только тюменская часть Омской области. А дальше бескрайние, безграничные, ненаселенные просторы, обозначенные на картах западных, как какая-то бесконечная Тартария. И освоение Сибири пойдет полустихийно. Знаете, как образец сегодня говорили ГЧП – государственно-частного партнерства.
Я посмею вам сказать, что освоение Сибири было самым эффективным ГЧП, наверное, в мировой истории. Начнем с попыток реванша. Надо идти отвоевывать Смоленск. И начинается Первая Смоленская война. Значит, это война, период правления нашего первого Романова, Михаила. С правовой точки зрения мы войну Польши не объявляли, потому что мир подписан не был. Было заключено временное перемирие. Мы-то хотели, может быть, и заключить мир. Очень слабая была Москва поначалу. Но поляки отказались. Они продолжали декларативно считать, что все права на русский престол у королевича Владислава. И вот во время торжественных приемов в Кракове он демонстративно напяливал на себя так называемую московитскую корону. Ее специально изготовили вот в связи с признанием его самим себя великим русским царем. Спустя лет 200 при Николае I какой-то польский граф подарил государю-императору Николаю Павловичу огромный уникальный сапфир. И считалось, что этот сапфир из той самой московитской короны. Когда-то он был во владении Рюриковича, потом поляки его вывезли вместе с казной, и он украшал московитскую корону короля Владислава. Как только умер тот самый непримиримый твердолобый польский король Сигизмунд, наши решили, что правильный момент прервать перемирие. До окончания его оставалось там неполный год, потому что дальше надо было либо признавать территориальные потери Смоленска, Чернигова и так далее, либо нет. Вот правильный момент ударить первыми, прервав это временное перемирие, и забрать свое назад. Поначалу практически вся территория Смоленщины была освобождена без боев. Польские гарнизоны оставляли города, и все стягивались в Смоленск. А вот в Смоленске заперлись. Короновавшись, королевич Владислав собирает большую армию в помощь Смоленску и параллельно проплачивается крымским татарам, и они совершают очередной разорительный набег на наши земли. Командовал нашей армией под Смоленском тот самый воевода Шейн, который героически держал Смоленск 2 года в осаде, не сдавался, который проведет потом много лет в польском плену, вернется. Лучший полководец, герой. Вот он командовал нашим экспедиционным корпусом под Смоленском, но не сложилось. Осада затянулась, наше войско само оказалось на грани окружения, капитуляции и уничтожения. Шейн сдался, армию сохранил, то, что смог сохранить, вернулся в Москву. Его сделали крайним, обвинили в измене, что он сознательно, специально сдался полякам. Чушь несусветная. Ну, в общем, казнили. В конце концов, с поляками заключили мир. Мир на следующих условиях. Владислав так и отказался от претензий на русский престол, после чего сдал московитскую корону в спецхран. Ну и, судя по всему, ее действительно переплавили. Но пришлось нам в обмен на отказ от претензий на Москву согласиться с тем, что мы временно потеряли, то есть согласиться с потерей в смуту смоленских и черниговских земель. Занялись укреплением южной границы. Здесь были успехи неожиданные. Пока мы строили и восстанавливали засечные Тульскую черту, строили новую Белгородскую засечную черту, строили новые города-крепости, наиболее известные из которых Тамбов, чтобы сдерживать набеги крымских татар. Наш неожиданный инициативный союзник, донские и запорожские казаки, лихо с налету взяли мощнейшую турецкую крепость Азов. Взяли и засели там. Засели всерьез и надолго. Надо сказать, что мы-то всегда использовали казачество для защиты наших рубежей. Посылали им царское жалование, то есть финансовую поддержку, порох, свинец, хлеб. Но официально они не были русской армией. Официально это какие-то частные военные компании. Мы всегда говорили, что мы от них открещиваемся, мы их на Азов не посылали, мы с Турцией воевать с Османской империей не собираемся, да и не можем по большому счету. Силы не равны слишком. Засев в Азове, казаки невероятным чудом отбили несколько попыток турецкого реванша, в общем, проявляя чудеса военной смекалки, вообще искусства воинского. Я, честно говоря, вот когда писал книгу «Стена» про оборону Смоленска, у меня один из героев был сквозным. И предполагалось, что продолжение «Стены» будет исторический роман о другой
прославленной обороне, прославленной осаде Азова, либо Азовском сидении. И главным героем будет тот же самый юноша, который фигурирует у меня в стене. Ну, потом сложились так обстоятельства, сейчас не до художественных романов. Может быть, когда-нибудь. История с Азовским сидением реально потрясающая. Несколько раз они обращались в Москву с ходатайствами принять Азов и все эти окружные земли вокруг Азовского моря, там, где современный Таганрог, там и так далее, вот принять все это под царскую руку. Конечно, казакам нужна была защита. Конечно, казакам нужны были стрелецкие полки, которые мог послать государь, дабы помочь им удержать приобретенное. Вопрос этот обсуждался на Земском соборе 1642 года. Михаил Романов, учитывая тяжелое положение в стране и, как казалось тогда, боярству, правительству, полную бесперспективность военного противостояния с Османской империей, делать это отказался. В итоге казаки, разрушив в Азове все, что могли, спустя несколько лет этот форпост покинули. Но выход-то в Южные моря все равно был России объективно, экономически, хозяйственно нужен. Нужно было защищать свои южные рубежи. Поэтому к этому вопросу вернется потом Петр I, и будет долго и тяжело воевать Азов. А могли бы получить его так легко и почти чужими руками, руками своих инициативных союзников. Но не получили. Сейчас нам легко судить. Сейчас нам кажется, что, наверное, ошибка. Наверное, Азов не был такой принципиальной позицией, в которую Константинополь бы вписался большим войском. Наверное, нам бы его удалось удержать, и тогда не нужны были бы азовские походы, и был бы у нас, ну, по крайней мере, свой выход в Азовское море, форпост на юге. Может быть, подняв русский флаг над Азовом, тогда мы бы его удержали. И много бы жизни сохранили впоследствии. Был еще один позитивный момент в части расширения нашей страны на юге. Это наши верные в будущем союзники, россияне, калмыки. Калмыки вообще буддисты из вот тех монгольских степей, из тех самых племен. И вот в начале еще 17 века, когда у нас только-только разгоралась смута, калмыки под давлением своих соседей воинственных, кочевые племена, вынуждены были со своими огромными стадами откочевать на запад, в русские земли. Но земли-то эти были не совсем еще русские, это были земли Ногайской Орды, и калмыки с ними конфликтовали. С русскими, кстати, не воевали никогда. Русские крепости, форпосты аккуратно обходили, предпочитали с нашими торговать. Но ногайцы были нашими вассалами. Поэтому калмыки обратились в 1608 году еще к царю Шуйскому, и он разрешил калмыцкому посольству, прибывшему в Москву, кочевать далее в пределах его державы на юге. Дальше, во времена уже Михаила Романова, переговоры с калмыцкими старейшинами, князьями продолжались. Калмыки хотели вольных пастбищ больших для своих, чтобы мы их защищали, считали своими. А мы хотели от калмыков военной службы, поскольку калмыцкая конница в составе русского войска, это, как нам казалось, было неплохо. И это было правильное решение. Так в результате постепенно были оформлены шерти, то есть договора, по которым калмыки входили в состав подданных русского государства, и основной их обязанностью стала военная служба. Русские предоставляли калмыкам широкую автономию, в общем, не вмешивались во внутренние дела, управляйте собой как хотите, но во внешних делах калмыки обязывались ни при каких случаях не сношаться с Крымским ханством. Так Калмыкия стала субъектом будущей Российской Федерации. Правда, с оговоркой, что вот тогдашнее калмыцкое ханство все-таки побольше современной республики Калмыкия, потому что в эти территории в те времена входила еще и часть Казахстана. Переходим к теме настолько необъятной, что я ее, с вашего позволения, прямо пронесусь галопом по Европам, потому что каждый из параграфов этой темы, которому мы посвятим сегодня 3 минуты, достоин отдельной лекции, отдельного разговора, отдельных книг бесконечных, потому что эта тема – это наша гордость, это освоение Сибири, это движение русских первопроходцев, пионерами их можно называть, как американцы. В истории географических открытий это движение русских на восток
не имеет аналогов. Вот если сравнивать просто темпы продвижения освоения территории и сравнить это с движением на запад, go west, американских пионеров, получалось, что наши темпы там типа в 5, что ли, в 7, в 8 раз выше. Мы прошли весь этот путь за какие-то там 40 лет всего. И согласитесь, что у нас все-таки не прерии, не сильно комфортный климат, как в США. Земли за полярным кругом, непреодолимые гигантские сибирские реки, но прошли. Прошли за фактически 2 поколения. Север Енисейского бассейна начал осваиваться в самом начале 17 века. То есть пока у нас смута. Мангазея, город, сейчас забытый, тогда богатый, прославленный. Далее потом строится Енисейский острог. Это хороший городок Енисейск. Ему недавно отмечалось 400 лет, я буквально месяц назад был в Енисейске. Прекрасный, ухоженный, чистый городок. В те времена форпост нашего движения в Сибирь. И, кстати, был второй по величине город после Тобольска. Там же на Енисее служил и самый знаменитый из русских пионеров Семен Дежнев. Понятно, почему самый знаменитый, потому что он вписал навеки свое имя на географических картах благодаря открытию пролива между Америкой и Евразией. Пролив называется Витуса Беринга, а мыс крайне, который обошел Семен Дежнев, русский первопроходец, называется мыс Дежнева. Он прибыл на Енисей в составе вот таких казачьих отрядов, охотников из Великого Устюга. Собралась ватага, человек 100, пассионарных людей. И несмотря на невероятный климат, сложности, вот что-то хотелось им нового, новой земли. Я не верю, что это был только дух предпринимательства. Вот только ради каких-то соболиных шкурок там они шли или ради моржового клыка. В этих людях что-то горело внутри. Сначала это 100 человек на 7 кочах. Потом они, значит, сплавлялись там по рекам. По дороге рубили остроги, построили острог на Колыме. Потом соболя там много не было, стали двигаться дальше вдоль побережья. Море, бури, зима, ледовитый океан. Обогнули мыс, Дежнев назвал его «Большой каменный нос». В конце концов уцелел только 1 коч из 7, на котором был сам атаман Дежнев. Я думаю, что ни он, ни его сотоварищи даже не осознали масштабов географического открытия. Их волновали другие проблемы, как обустроить зимовку, как выжить в эти месяцы, как сохранить добытое. Дежневу повезло. Он выжил на всех зимовках. Почти все умерли от голода, от морозов. Он вернулся, сопровождая партию пушнины и рыбьей кости, как-то говорили. Это дорогой клык моржа, у Дежнева почти тонна была. Он дошел до Москвы, получил жалование за 19 лет своих путешествий. С ним расплатились. Получил официальную грамоту, ему жаловали атаманский чин. Все это позволило ему не только расплатиться с долгами, но и даже закончить свои дни довольно обеспеченным человеком. Есть, кстати, интересная история про потерянный отчет Дежнева. Дело в том, что когда по 2-му разу проход между Америкой и Евразией будет открывать голландец на русской службе Витус Беринг, будет считаться, что все про это забыли, про подвиг Дежнева. Нет, не совсем так. Семен написал отчет о путешествии, о всем своем пути, и карты нарисовал. Но где-то там в архивах этот отчет затерялся. Нашли его потом спустя 100 лет. Вместе с тем о существовании вот этого пролива, в общем-то, знали, либо догадывались и в Москве, и в Европе. Но такого большого значения этому не придавали. Тогда такие далекие географические понятия не так сильно волновали современников. Примерно в те же годы, что и Дежнев, другой пионер, Ерофей Хабаров, дошел до реки Амур и составил очень детальный чертеж реки Амуру. Кстати, Хабаров тоже из Великого Устюга, как и Дежнев, тоже занимался пушным промыслом, привел по пути всех местных жителей к русскому подданству. Все дали присягу белому царю большому, начали платить ясак. Ну, ясак, налог, был символическим. Там, где соболя было много, там ясак составляла 1 соболиная шкурка, обязательно зимняя, не летняя. Летняя некрасивая, кому она нужна. 1 шкурка в год. Казалось бы, ничтожный налог. Но не так просто его добыть, потому что из пищали соболя не застрелишь. Ну, то есть застрелить, наверное, можно, если умудришься попасть. Но кому это потом с такой дыркой будет нужна? Стреляли соболя в те времена специальными тупыми стрелами, чтобы шкурку не порвать, оглушить.
требовало высокого искусства. Ну, либо какие-то специальные ловушки. В ловушки и сейчас охотники наши на Енисее соболя берут. Но эти ловушки делают такое. Там не только соболь, кто только туда не забежит, в эту ловушку. Можно было одну соболиную шкурку перекрыть свой ясак другими, менее ценными шкурками. Там белки, бобра, куницы. Но далее шла пропорция. Далеко не 1 к 1. Якутия. Я когда лет 20 назад был в Краеведческом музее Якутска, нашел на стене там такую замечательную грамоту. Не уверен, что выдержан язык оригинала, скорее всего, какая-то литературная обработка подлинной грамоты, отправленной казачьим атаманом Петром Бекетовым государю Михаилу Федоровичу Романову в 1638 году. И вот Петр Бекетов писал, что основал крепостишку и местных жителей всех привел к подданству государю Московскому, и договорились о выплате ясака ежегодного, обещал им защиту, помощь, поддержку, даровал там, что положено было даровать в обмен. Это же все был обмен, не то, что мы с вас берем, ничего не даем, нет. Ну и, в общем, привел под твою царскую руку я сей народ с окрестности. Вот сей народ с окрестности Якутии, это, посмотрите на карту, это же боюсь сказать, сколько это Франция. Когда создали якутское воеводство, то воеводе уже прислали специальную царскую инструкцию. Сбор ясака должен вестись лаской и приветом, а не жесточью и не провежом. Ясачных иноземцев, налогоплательщиков местных, в холопе к себе не имайте и не крестите. То есть, не дай бог, местных в крепостное право или заставлять креститься в православие. В отношении представителей якутской элиты предлагалось использовать широкий спектр методов. Заключать с ними шерть, то есть договор подписывать. Взятие аманатов. Ну, аманат – это почетный заложник. Берут сына к себе, воспитывают, обучают. Наделение местных князцов правами в сборе ясака, то есть чтобы они сами собирали. Ну, нечего за них работать, они лучше своих знают. А также непременное одаривание их царскими подарками, государевым жалованием, оловом, медью и побольше бисером. Вот так Якутия наша. Забайкалье, современный Забайкальский край, спустя несколько лет тоже наш. В 1653-м отрядом казаков заложен Нерчинский острог, будущий город Нерчинск. Современная Магаданская область и окрестности тоже наши. Смело красим в цвета России. Земля эта как раз систематически исследуется, осваивается казаками, которых посылают из Якутска. В 1655-м русский отряд под началом некого кузнеца уже умудрился попасть на остров Сахалин доплыть. То есть не только на Тихом океане мы закончили поход, пошли дальше. И даже собрались местных жителей, айнов, небезызвестных, ясак, но не задержались там. Освоение Сахалина и Камчатки пойдет чуть попозже, уже при Петре Великом. Также мы не будем считать нашу Чукотку. Ее часто закрашивают в учебниках уже вот в цвет русского государства в 17 веке. Основание для этого какое? Ну там же Дежнев проплывал и основал Анадырский острог, город Анадырь. Но чукчи подданство не приняли. Ясак платить отказались. Присягу белому царю не дали. Это будет еще долгая-долгая история. До времен Екатерины II будут еще военные столкновения с чукчами. Кстати, очень редкий пример серьезных боевых столкновений между местными и правительственными отрядами. В итоге договорятся. Всего же к концу 17 века в Сибири основано 150 острогов, крепостей. Из них 20 стали административными центрами, большими городами. Томск современный, Кузнецк, Новокузнецк, Енисейск, Илимск, Нерчинск, Албазин, Иркутск. К моменту восшествия на престол Алексея Михайловича, второго из Романовых, Сибирь полностью обеспечивает себя хлебом. Выяснилось, что там помимо леса, зверя и холодов хорошо растет хлеб, хорошая земля, только работа. Много переселенцев из России. И русское население Сибири к этому времени превышает местное. По разным оценкам 200 и более тысяч переселенцев стали русскими сибиряками. Сибирь освоена в основном. Не дошли мы до Дальнего Востока. Там еще Амурская область, Хабаровский край,
столкнулись с маньчжурами. Там будет еще эпопея с обороной Албазинского острога. Там еще предстояло в несколько этапов сложно разграничить наши земли с Китаем. Но потом разграничили, договорились. Алтай, Хакасия тоже пока еще не русские. Там крайняя южная точка, Кузнецкий острог, современный город Новокузнецк Кемеровской области. Ну а все остальное – Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Якутия, Магадан, север, вплоть до Чукотки – это уже все наше. Самое интересное, ну, по крайней мере, самое актуальное, к сожалению, либо к счастью, воссоединение с Украиной. Так это называлось в советском сталинском учебнике истории. Переяславская Рада. Что это было? Воссоединение с Украиной, присоединение. Присоединение чего? Или просто очередная война с Польшей. До нас вот дошел такой штамп со времен СССР, как будто тумблер в голове. Приучили нас к тому, что в это время вдруг возникает борьба украинского и белорусского народа освободительная на территории некой Украины, возникшей вот в то время. И все это завершается воссоединением Богданом Хмельницким и прочее. Давайте вспомним. Вот современная Черниговская и часть Сумской области, когда оказались в составе русского государства, еще сильно до Ивана Грозного. Из Великого княжества Литовского перешли к нам князья эти, вполне законно, по тем порядкам отъехали из Великого княжества Литовского к Москве. Затем, через 100 с лишним лет, эти земли, Чернигов, северские земли, были снова захвачены Речью Посполитой по итогам смуты и иностранной интервенции. Спустя несколько лет в рамках реванша начинается очередная русско-польская война. И вдруг оказывается, что война эта идет не просто так, за присоединение каких-то украинских земель, которые, пребывая несколько лет в составе Речи Посполитой, вдруг поменяли свой статус и свое название. Странное порождение старых советских учебников истории, писанных в 30-е годы во времена искусственной коренизации, украинизации, дружбы народов и формирования вот этого вот огромных союзных республик, в том числе и Украинской республики, объединившей внутри себя самые разные земли. Давайте опять вернемся к истории. Мы говорили, что после нашествия Батыя южные и западные русские земли, мы их так называем, потому что такое было их самоназвание. Читайте летописи, они сами себя называли «русская земля». Это аутентичное для той эпохи самоназвание страны и государства. Вот эти русские земли, западные, в основном вошли в состав Литовского княжества. Небольшая часть, Галицкая и частично Волынская земля, вошли в состав Польши. Дальше история распорядилась таким образом, что центром собирания земель, воссоединения под властью Рюриковичей стала Москва. Именно московские князья Рюриковичи собирали русские земли, сбросили в итоге ордынскую зависимость, поглотили в себя, в конце концов, всю Золотую Орду и стали центром собирания своего наследства. Могли ли эти процессы пройти в ВКЛ, в Литве? Теоретически могли. Но там, в общем, исторические процессы пошли совсем другие. В XIV веке правящая элита, смешанная, русско-литовская, приняла католичество, а народ был православный. Тогда это водораздел. Затем была заключена уния с Польским королевством. Более того, часть православного духовенства подчинилась власти Папы Римского, приняла унию. И началось ополячивание и латинизация. Православие подавлялось. Было это и на землях современной Украины, современной Белоруссии. Просто в Белоруссии не было такого военизированного ядра, основы для формирования народного войска, какое оказалось в Запорожье. И еще после смуты, но до начала нашей попытки реванша русско-польской Смоленской войны, митрополит Киевский официально просил Михаила Романова заступиться за свою паству.
На русских землях, географически, политически относящихся к современному украинскому государству, идет бурление, восстание казачества. Москва внимательно следила за тем, что там происходит. Понимала, что есть риск, или самим придется так либо иначе ввязаться в эту историю, или что это возмущение перекинется на нашу землю. Поэтому у нас оборудуются пограничные крепости, формируются, выражаясь современным языком, военные округа. Тогда их называли разряды. Там сосредотачивается близко к границе сторожевая станичная дозорная служба. Но воевать Москва не хочет. Москва ждет, чем закончится вот эта смута. Богдан Хмельницкий тем временем забрасывает Москву, Боярскую думу, царя письмами. Всего было 8 посланий от Богдана Хмельницкого с просьбой, с уговорами принять войско Запорожское под руку Москвы. На каком-то этапе он даже откровенно угрожает, говоря, что если вы не согласитесь, мне придется обратиться за союзом к османам через крымского хана, к Османской империи. Мы одни не выдержим против поляков, не выстоим. Кто-то должен нас защитить. Богдан Хмельницкий интересный человек. Его фигура есть на памятнике тысячелетия Руси. Это яркий политик, образованный человек. Закончил иезуитский колледж. Владел несколькими иностранными языками, и латынью свободно, и польским. Это был для Речи Посполитой опасный враг. Человек глубоко православный, лидер, лично оскорбленный и обиженный поляками. Вы знаете хрестоматийную историю про то, как запороли до смерти его сына и увели его возлюбленную, польские магнаты. И как он долго и безуспешно добивался праведного суда при польском королевском дворе, и как смеялись над ним. Русский, человек второго сорта. Даже если шляхтич не прав, что мы можем сделать? На то он и шляхтич. После очередного мощного восстания объединенного запорожцев и других казачьих отрядов, так называемых реестровых казаков, когда она охватила огромную территорию, там было много финансовых вопросов под этим, об этом говорить не будем, и имущественных, и личных обид. Но знаменем восстания казачества было защита православия и желание управляться самим, исповедовать веру свою, а не чужую, говорить на своем языке, на русском, говорить на своем русском языке в храме, а не на латыни. И вот идут одно за другим обращения Богдана Хмельницкого в Москву. Они рассматривались аж 2 земскими соборами. Царь не брал на себя вопрос принять запорожцев под свою руку самолично. Он понимал, что за этим будет большая война с Польшей. И поначалу мы старались занять такую позицию как бы посредника миролюбивого. Предлагали помириться. Первое время говорили Хмельницкому: мы возьмем ваших запорожцев под себя, но только если вы с Польшей сами об этом договоритесь. Мы как-нибудь с ними расплатимся. Постарайтесь договориться сами. Потом мы посылали даже в Польшу посольство специальное, пытаясь заключить какие-то миролюбивые, чуть не сказал, минские соглашения, чтобы запорожцы числились в составе Речи Посполитой, чтобы православных не обижали, чтобы была у них автономия, свои силы самообороны, чтобы церкви не трогали. И только тогда, когда поняли, наконец, что с одной стороны, если мы сейчас запорожцев не защитим, то в итоге уйдут они под турок, потому что деться им некуда. А с другой стороны, то, что польский король, какие бы там он мирные переговоры не предлагал, ничего делать не будет. И по-прежнему будет проводить свою упорную антитеррористическую операцию на землях запорожцев. Поставленные перед таким выбором, наконец, вторым решением Второго Земского собора в 1653 году русское государство решает поддержать единоверцев и принять их под свою защиту. В январе 1954 года, уже спустя несколько месяцев, собравшаяся Рада в Переяславле это решение поддерживает – войти в состав русского государства. После царского указа и решения Земского собора о принятии в подданство к Хмельницкому было направлено русское посольство. И это посольство приводило к присяге сначала делегатов всего казачества, а потом посольство и разные другие представители объезжали 183 города и местечка, и в каждом из них на собрании местных жителей проходило голосование и присяга русскому царю.
Надо сказать, что польский король не бездействовал. Он тоже рассылал своих представителей, грамоты по всем этим десяткам городов. Призывал их покончить с сепаратизмом, вернуться под польскую корону. Ну, в общем-то, жители уже все знали, все понимали. И на эти польские королевские грамоты плевать хотели. В 1954 году после Рады в ответном письме московскому царю Хмельницкий писал Алексею Михайловичу: «Все войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую высокую руку свою царскую принятие изволил». Как подписывался Хмельницкий? Знаете? И в чем была суть присяги, которую принесли запорожцы и весь мир русский православный на этой земле русскому царю? Вот интересно, что до Переяславской Рады официальный документ Хмельницкий подписывал так: «Гетман с войском его королевской милости запорожским». То есть гетман – самостоятельный руководитель, но войско его королевской милости. Все-таки политес некий еще соблюдался. А сразу после Переяславской Рады подпись стала такой: «Вашему царскому величеству верные подданные и наинижайшие слуги Богдан Хмельницкий, гетман с войском вашего царского величества запорожским». Все, войско уже московское. Кстати, послы после присяги торжественно вручили специально привезенные из Москвы знаки гетманской власти: булаву, харуфь, знамя и соответствующую парадную одежду. Итак, какая была суть договора между запорожцами, гетманством русского православного войска и Москвой? Это был не договор. Форму это имело челобитной. Было оформлено как просительные статьи, которые подавались на царское имя в виде просьб. И вот на эти просительные статьи бояре от имени русского царя давали свое согласие. О чем били челом, о чем просили царя? Первое. Сохранить выборность гетмана и генеральной старшины. Ну, пожалуйста, местное самоуправление, у нас так принято было. Сохранить права и вольности старшины, в том числе размер жалования. Сохранить самостоятельность войсковых судов. Да это бога ради. Кто же вас судить еще будет? Мы в Москве судьи на вас найдем. Просили увеличить численность реестровых казаков до 60 тысяч. При поляках было 20. Реестровые казаки – те, которые получали жалование из федерального центра. Денежное. Ну, пожалуйста, Москва на новых своих воинов не скупилась. Наконец, сбор подати оставался в ведении казацких властей. И это, ради бога, нам меньше головной боли. Право самостоятельно принимать иностранных послов, кроме польского и турецкого. Но вот это уже эксклюзив. И право ограниченной внешней политики все-таки довольно скоро у запорожцев было изъято. Ну и, наконец, просили военной помощи против поляков. Военную помощь дали. Немного еще о названиях, о терминах. Значит, мы уже поняли, да, что все время фигурирует российское, православное, христианское, русское. Никаких других слов здесь нет. Самих казаков, жителей не только Запорожья, но и казаков правобережных, просто крестьян, тогда называли у нас черкасами. Казаками их называли поляки. Кстати, в Польше были еще отдельные отряды, польские отряды, вооруженные на казацкий манер, как легкая кавалерия. Вот они назывались хорувиями казацкими. Сами запорожцы называли себя запорожцы. Ну, или иногда казаки. Никаких украинцев, никакого украинского народа, даже в воспаленном мозгу ни Богдана Хмельницкого, ни польского короля быть не могло, потому что слов таких не было. Там же сложная была история. После смерти Хмельницкого разные были течения, новые гетманы метались, искали, где выгоднее иногда. Даже какое-то время там появился такой прообраз Мазепы, гетман Выговской или Выговский. Он пару лет гетманствовал после Хмельницкого и сразу пошел интриговать, значит, там договорился о чем-то сначала с татарами крымскими, потом, значит, стал пытаться договориться с поляками, переметнуться от Москвы, может, там повыгоднее, выторговывал себе отдельную территорию, отдельный статус, как ему казалось, более автономный, чем в составе русского государства. Вот по образцу Великого княжества Литовского, которое считалось составной частью Речи Посполитой с элементами существенной автономии. Вот он выторговал себе тоже княжество отдельное, и даже название этого княжества в документах, в переписке, естественно, предательской, с польской короной обсуждалось. Как вы думаете, как это княжество называлось в переписке? Предполагалось назвать это княжество так, как оно и должно было называться. Великое княжество Русское.
Судьба, кстати, этого гетмана тоже предваряет Мазепинскую. В конце концов, казаки узнали про все эти его интриги, возмутились, свергли его. Хотели казнить, но он бежал, добрался до Польши, обитал там какое-то время при дворе, даже стал польским сенатором. Но ненадолго. Потом тоже с поляками что-то не поделил. Ну и они его судили и расстреляли. Война с Польшей после решения о принятии под руку русского царя запорожского войска и окрестных земель продолжалась долго. Довольно быстро наша армия освободила Смоленск, Могилев, Полоцк, Минск. Фактически заняла всю территорию современной Белоруссии. Запорожцы даже осаждали вместе с одним московским полком Львов. Речь Посполитая была на грани краха. С севера на них напала Швеция. И тут они, уж не знаю, как додумались, предприняли необычайную политическую хитрость. Предложили польскую корону самому русскому царю Алексею Михайловичу. Таким образом, он объединил бы, стал бы царем русским, королем Речи Посполитой, вбиравшей в себя и польскую корону, и земли Великого княжества Литовского. Вот она, одним шагом, одним жестом и сразу с запасом огромным объединение всех русских земель, и даже не совсем русских, под властью единого русского царя Романова. Заманчивая перспектива. Поляки просили только одного – первое перемирие, второе – помощи в войне с шведами, которые довольно успешно занимали польские земли с севера. И повелся Алексей Михайлович, поверило его правительство, заключил с поляками мир, стал воевать со шведами, тоже поначалу успешно, но поляки собрались силами, договорились еще с крымчаками и ударили по русским. Пришлось даже оставить часть занятых территорий. Все это еще наложилось на большой финансовый кризис в России. Тут медный бунт, самая нелепая, смехотворная финансовая реформа, которую решили предпринять наши великие монетаристы. Полный финансовый паралич налоговой системы. Размер недоимок на момент смерти Алексея Михайловича составлял сумму, которую представить себе не мог русский человек. Рука не поднималась написать такую на грамоте. 1 000 000 рублей. Это первый раз, когда такая цифра вообще в принципе фигурирует. 1 000 000 рублей задолженность по налогам. Казна пустая. Поэтому решили остановиться, довольствоваться тем, что есть. Не брать уж все земли Речи Посполитой. Так что победа была, такая ограниченная. Вернули Смоленск, Чернигов, все северские земли. Вернули все, что потеряли в смуту. Ну и самое главное, все земли к левому берегу от Днепра. Вся левобережная часть русских земель днепровских снова стала русской. И даже сам город Киев остался за Москвой, за Россией. Формально он числился как бы во временном пользовании, но пройдет некоторое время, и он будет официально у поляков выкуплен уже при Голицыне, премьер-министре фаворите царевны Софьи. Знаете, за сколько? Есть точная сумма. Во-первых, купили со скидкой. Поляки просили за Киев больше. Торговались дико. Торговля шла в Москве с польским посольством. Голицын проявил себя искуснейшим дипломатом-торгашом. В общем, скидка была в итоге 80% от первоначально заявленной цены. Поляки порывались уехать, кто-то их возвращал. Потом, все как, знаете, как в арабской лавке в Египте, когда торгуешься. Потом Голицын прерывал переговоры, говорил, что все, ни гроша больше будем воевать, ни копейки не дадим. В конце концов, сторговались. 146 000 серебряных рублей. Большие деньги по тем временам. Четверть, наверное, доходной части бюджета русского государства за год. Четверть годового бюджета. Но деньги заплатили один раз, а Киев остался наш. Законно куплены. Вот эти возвращенные территории по левому берегу у нас, опять же, в литературе принято называть левобережной Украиной. С той поры. Это, конечно, грубая историческая ошибка. Эти земли назывались Малой Россией. Обладание ими было внесено тогда в царский титул Алексея Михайловича. В титуле его слова «Государь всея Руси» были официально заменены «Государь всея Великия и Малая Руси». А также было возвращено слово «и князь Черниговский» и добавлено «и князь Киевский». А для управления этими землями, возвращенными русскими, как Чернигов, Стародуб, северские княжества, и
вновь приобретенными, как левобережная Малая Русь. Был создан приказ отдельный, причем разница никакой не проводилась, потому что люди-то одни и те же, и там православные, русские, ни культурных, ни языковых различий никаких нет между Стародубом, Брянском и Киевом. Поэтому приказ был создан один, назывался Малороссийский приказ. В ходе этого длительного противостояния с Речью Посполитой как-то параллельно по ходу дела русским государством была, не скажу, что завоевана, освоена еще одна старая русская земля. Владение Рюриковичей, а на каком-то этапе владение половецких ханов, легендарные. Половцы кочевали, поэтому у них пограничных столбов не было. Земля эта получила название Слободжанщина. Сегодня называют ее иногда Слободская Украина. Но тогда эта земля называлась Слободские полки. Почему полки? Потому что слово «полк» имело два значения. Это, во-первых, воинская часть, обычно казацкий полк. А второе значение – полк – это военно-административная территориальная единица. Вот как уезд или район. То же самое значение – полк. Особенно, если там находится в этом районе еще и какая-то воинская часть. Очень удобно. Туда переселялись в эти новые земли, осваивали их христиане из Центральной России, переселялись горожане, целыми слободами шли туда мастера, поэтому и назывались слободские, слободами заселялись. Получали массу льгот, как западные переселенцы в Соединенных Штатах на Диком Западе получали и землю в пользование бесплатное, налоговое освобождение, и самоуправление. Только подчиняйтесь формально воеводе, а внутри уж там рулите как хотите. И что это за слободские полки, скажете вы мне? Я вам отвечу. Эти осваиваемые земли, часть Курской области, Белгородской области, современная часть Луганской республики, северная часть Донецкой республики, почти вся Сумская и Харьковская область, включая город Харьков, основанный тогда же при Алексее Михайловиче как русская военная крепость, центр одного из, угадали, полков русских. Возвращалась в 17 веке русская земля в огромных масштабах России. Земля эта была хорошая, что в Сибири, что на юге, что в Слободжанщине. Осваивалась она свободными людьми, вольными. Легко как-то все это шло тогда. Земля была хорошая, и люди были сильные. Вот. Но на этом Россия не остановилась. О том, что было дальше, мы поговорим при следующей встрече. Спасибо вам за любовь к русской истории. Вот так постепенно мы с вами узнаем, как сложилась наша самая большая, самая прекрасная страна в мире – Россия. До следующих встреч. Спасибо вам.